Щепа сухая, никаких гидрозатворов и щепы немного. Все, это аксиома. Это 3 правила успеха. Всем привет. Хочу сегодня записать видео «Советы по копчению для начинающих». В принципе, почему я решил, что я могу советовать? Потому что у меня уже есть довольно-таки немаленький стаж в копчении. Мне это интересно. У меня стало получаться уже давно очень хорошо. До многих моментов я дошел самостоятельно, способом тыка, путем проб и ошибок. И я также, как и вы, как и многие, велся на советы других так называемых коптильщиков. И, в принципе, очень многие рекомендации я могу, не то что могу, я просто обязан оспорить, потому что они совершенно неверные. Ну и, в принципе, это видео, вот я собрал здесь, я даже вот сижу с телефоном, целую кучу вопросов. Вот. Собирал я эти вопросы несколько лет, собирал я эти вопросы, вроде бы, я не помню, в 2016 году я сделал видео под названием «Как коптить красиво и вкусно». Видео это уже собрало почти что 1 миллион просмотров, огромное количество благодарностей, но также огромное количество вопросов. То есть то видео было совершенно спонтанное, без подготовки. Вот. Так просто я переписывался с людьми. Кстати, если вам интересна эта тема, если что-то вдруг я забыл осветить, то, пожалуйста, задавайте вопросы, и мне будет очень интересно на них ответить. То есть, то видео было совершенно спонтанно, я просто общался с людьми в переписке, и вот по этой переписке люди, многие, почему-то очень ревностно, очень как-то по-хамски многие выдают свое мнение, не всегда верное, а зачастую даже вообще неверное, за действительность. Тем более, что многие своими ошибками не облегчают, а наоборот усложняют процесс. Потому что вроде бы как, по идее, ошибки должны допускать люди, которые хотят облегчить более сложный процесс. Хотя, посмотрите дальше, в копчении вообще нету, особенно в копчении горячим способом, вообще нету ничего сложного. Коптильня делается элементарно. Засолка или маринование продуктов вообще проще простого. Вот. Да там, наверное, самое сложное из всего, что может быть в копчении горячим способом, собрать, ой, точнее не собрать, а распалить огонь. Вот, наколоть дров, вот это вот сложнее всего. То есть, вот забегая вперед, так в 2 словах, в чем они усложняют процесс. Дальше будет более подробно, но, допустим, вот люди замачивают щепу, хотя щепу наоборот противопоказано замачивать. Есть способы, в которых щепа замачивается, но не в данном случае. Вот мы говорим про горячее копчение в баке, то есть емкость, в которой есть продукты, на дне емкости лежит щепа, опилки, стоит жиросборник, то есть это тарелка, в которую капает жир с продуктов, не попадая на щепу тлеющую, а снизу под баком горит пламя. Вот такая вот элементарная схема. Потом второе, что очень многие сыпят много щепы, тем самым перенасыщая продукт дымом, но это тоже я забегаю вперед. Но опять же ошибка в чем? В том, что вам нужно больше или же потратить своих денег и потратить щепы, сжечь ее. Она только сделает хуже, она не то, что не лучше, не то, что все равно, она сделает хуже. Вот, то есть она весь процесс как бы усугубит еще. Или же, если вы сами делаете щепу, то вам нужно больше напилить, нарезать, настрогать вот этой же самой щепы. То есть, понимаете, вот даже 2 вот варианта я вам привел, которые усугубляют, которые усложняют процесс. То есть это прекрасно понятно, что они идут на поводу у псевдоспециалистов, которые, ну вот, допустим, самые большие ошибки. Сейчас мы начнем все по порядку, но как-то вот надо обозначиться. Самые огромные ошибки, допустим, делают коптильни из оцинкованных баков. Оцинковка – это зло, это вред, она ядовита.
По поводу алюминия, у многих, мне трудно сказать. Мне трудно сказать, потому что, ну, насколько я знаю, алюминий, он моментально при соприкосновении с кислородом покрывается оксидной пленкой. Температура плавления у оксидной пленки, если я не ошибаюсь, 1200 что-то там градусов. Вот, то есть ни на костре, ни на плите, ни на каком очаге, где мы будем коптить, мы этой температуры достигнуть не сможем. И при даже прямом соприкосновении с продуктами оксидная пленка совершенно безвредна. Я имею в виду оксидная пленка алюминия. Вот. Она, конечно, очень тонкая, но доступа к самому металлу нету. То есть алюминий вроде как тоже безвреден. Конечно, самый оптимальный материал — это нержавейка. Но очень многие вот делают коптильни из оцинковки и выдают это за очень правильное решение. Очень многие используют какие-то решетки оцинкованные, там берут оцинкованную арматуру, покупают. И говорят, что классно, она не ржавеет. Я вот пошел в хозмаге, купил оцинкованную арматуру. Ребята, оцинковка бредная. Туда бы еще пару капель ртути плеснуть для вкуса, вообще было бы классно. Вот. Потом, что очень многие замачивают щепу. Безусловно, есть способы копчения, где щепа должна быть замочена. Но в основном она замачивается на какие-то минуты, ну, может, на полчаса, и она кладется непосредственно на уголь. Мы этот способ копчения в данном варианте рассматривать не будем. То есть сегодня мы рассматриваем, так сказать, русское копчение. Ну, понятно, что оно не русское, что весь мир таким образом коптит, и с тех времен, когда еще стран как таковых вообще не было, и люди там чуть ли не в племенах жили и охотились на мамонта. Вот, того же мамонта и коптили. То есть какой-то резервуар, какой-то бак, в него кидается щепа, там ставятся решетки или крюки для подвешивания, и, собственно говоря, мы на этом коптим. Вот. То есть в некоторых случаях нужно замачивать. В нашем же случае замачивание вообще противопоказано. Люди замачивают, люди кладут огромное количество щепы, идет перенасыщение дымом. Вот. Люди кладут мокрые, непросушенные продукты. Все это ошибки. Все это ошибки, на которые я тоже когда-то велся. Я не понимал, почему у меня в коптильне черные пятна, почему у меня продукт перенасыщен дымом. Он прямо коричневый, не такой золотистая корочка, вот, а прямо перенасыщен. Потом очень многие думают, что цвет продукта задается благодаря щепе. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Вообще продукт может быть прокопчен и вообще не иметь вот этого вот желтоватого копченого цвета. То есть возьмите вот обыкновенный кусок мяса, приготовьте его в духовке. Он тоже получит золотистую корочку. Вот, то есть золотистая корочка получается при термообработке, а не при насыщении дымом. Безусловно, насыщение дымом дает какой-то процент цвета продукту. Естественно, даже в зависимости от щепы немножко разнится оттенок. Но основной цвет, естественно, в нашем случае, в нашем копчении задает термообработки. То же самое, как у вас в духовке. Ваша мама печет курицу там, или бабушка в духовке, она получается золотистой корочкой. То есть не надо насыпать огромное количество щепы, рассчитывая на то, что у вас будет классная золотистая корочка и классный золотистый цвет, как у копченых продуктов. И ни в коем случае, забегая наперед, скажу, не сравнивайте наше копчение, точнее скажем, так как, в принципе, вы перенимаете опыт, не сравнивайте с тем, что в магазине. В магазине та же курица, она вообще никогда не проходила дымную обработку. Это вареная курица, сдобренная жидким дымом. И немножко, чтобы корочка была такая подсушенная, естественно, курица немножко подсушенная. То есть обрабатывается жидким дымом. Я, конечно, всю технологию от и до не знаю, как это делается, но эта курица вообще никогда не была в коптильне. Это не секрет, и если вы мне не верите, вы можете почитать соответствующую документацию, как это делают. И сразу забегая вперед, вот уже скажу, что запомните, влага, продукт должен быть сухой, щепа должна быть сухая. Вообще гидрозатвор в коптильне, ну это мы сейчас будем разбирать типы коптильни. Гидрозатвор в коптильне, вот очень многие ведутся, потому что производители, это обычно в заводских коптильнях это делается, вот, производственных, не в самодельных. И гидрозатвор в коптильне вообще это зло. Вот, то есть влага испаряется и внутрь бака, и наружу бака.
и осаживается на наши продукты, осаживается на стенки нашей коптильни, то есть из-за этого получаются черные пятна, из-за этого получается некрасиво и горчить начинает. Ну давайте вот будем обо всем по порядку, то есть я так вот беглое такое вступление сделал. Вот, видео должно быть длинным, опять же скажу, задавайте свои вопросы в комментариях, с удовольствием послушаю ваше мнение. Да, еще также есть у людей, вот, понимаете, как они не знают, как бороться с теми ошибками, которые они допускают, они все равно их продолжают допускать, они кладут целое дно коптильни, застилают щепой, они ее смачивают. И они не знают, как бороться, почему черные пятна, почему перенасыщение. Они начинают заматывать в марлю, в бумагу, в рваный носок укладывать. И все вот в таком духе, еще в пакет, там, запихните кусок мяса и коптите его там. Ну, то есть, понимаете, как они начинают маяться бредом. Значит, ребят, давайте все-таки мы начнем и приступим. То есть мы сегодня коптим в резервуаре, в баке, где у нас на дне посыпана щепа. Наш резервуар стоит на каком-то очаге, то есть это может быть то ли комфорка какая-то, то ли печка, вот буржуйка, как в моем случае старая буржуйка, то ли это может быть вообще сложно, там 4, 5, 6, 8 кирпичей, между ними разведен костерчик, и на этих кирпичах стоит наш резервуар, и копчение происходит. Мангал, на мангал можно поставить, если у вас мангал уже, чем ваш бак, ваша коптильня, то, естественно, тогда вы можете просто поставить на мангал и коптить. То есть вообще, как бы сути дела не меняет, вот, на каком очаге вы коптите. Одно, что могу сказать, что когда я пробовал закоптить на газовой плите, то есть если вы смотрели мое видео про газовый гриль, который я делал из газовой плиты, я эту газовую плиту подключал. Я вот думал, что я за сарайчиком у себя сделаю такую вот, ну, поставлю плиту, сделаю коптильню, и, собственно говоря, там у нас будет, ну, буду ставить туда. Включил газ, никакие костры, дыма нету лишнего. Из коптильни дым за первые 10-15 минут проходит, но у меня не получилось коптить на газу. Я даже вот купил себе, вот специально для видео покажу, вот такая вот двухкомфорочная плитка, да, чтобы коптить на газовых баллонах. Тоже у меня ничего не получилось. Я коптильню ставлю сразу на 2 комфорки. Хотя эта плитка работает точно так же, как наша домашняя газовая плита. Вот. У меня не получилось коптить на газу. Многие говорят, что я копчу на газу, но, честно говоря, на самом деле я ни разу не видел вживую, как люди коптят на газу. А мы понимаем, что говорить, тем более в Ютубе, можно все что угодно, и как бы YouTube все стерпит, и вы начнете всю эту херню воспринимать за чистую монету. Так же, как и я когда-то послушал у людей советы, что они коптят на плите. Я купил плитку, думал, вот, ну, в межсезонье зимой я ее купил и заказал, она мне пришла, думал, вот классно, я уже буду коптить, подключу к газовому баллону, все будет супер. Ни хера. Ну, ничего страшного. У меня есть запасная плитка, если вдруг с моей газовой плитой что-то случится, хотя с газовыми плитами по 10-20 лет ничего не происходит. Ладно, давайте будем приступать. Первый вопрос, который мы должны с вами обсудить, и самый важный, очень важный вопрос — оптимальный размер коптильни и ее устройство. Погнали. У меня есть вот такая вот коптилочка. Это производственная коптильня. То есть она небольшая, 10 литров. Здесь был термометр, я его выкрутил, он никому не нужен. Внутри стоит поддон, то есть вот такой вот 10-литровая коптильня. Пользоваться ужасающе трудно. Идет перенасыщение дыма, даже если вы кладете щепотку, очень маленький размер, с трудом влезает курица. Крайне неудобно. Есть гидрозатвор, есть вывод дыма, типа мы сюда цепляем шланг, и у нас дым пошел в форточку. Херня все. Не ведитесь на этот весь пиздец. Не работает. Все это бред и сказки. Самая частая коптильня, самая распространенная коптильня. Вот, кстати, вот термометр вставлен. Тоже термометр в крышке, это будет дальше целая тема. Про это чушь полная, не верьте. Тоже гидрозатвор. Раньше термометр был здесь. Потом я сюда просто вкрутил болт, не заваривал, поленился, перенес термометр сюда. В итоге он вообще в крышке не нужен, не работает. Примерно здесь вот этот вот кубик. Где-то у нас 25 литров. Тоже, ну, ей легче, гораздо легче пользоваться, чем маленькой. Но вот эта вот коптильня, тоже мы в ней можем только положить. Решетка в 2 слоя, ну, в 2 уровня. То есть
внизу щепа, потом решетка раз, решетка два. Если курицы, только в один слой мы можем положить. Ну, то есть вот вы видите, что высоты ее совершенно не хватит для укладывания продуктов в два уровня. Тоже я от нее, ну как, я и не пользуюсь, вообще хочу переделать в мангал. Самое, на мой взгляд, после кучи испытаний, самая оптимальная коптильня, вот такая вот выворка. До сих пор ее можно купить в разных хозмагах. Вот, тоже когда-то я сюда вкручивал термометр, когда думал, что он имеет смысл. Самый обыкновенный бак, сварки вообще нету. Давайте посмотрим его устройство. Вот это вот крюки, на которые мы можем подвешивать продукты. Значит, крышка. На крышке я сделал крюк, чтобы, если нужно, вешать на боковинку. Так, это лишнее. Мои эксперименты. Значит, смотрите, здесь решетка раз, если надо. Потом, что у нас здесь? У нас здесь вот такие вот арматурины, шестерки. Как мы видим, на них стоит решетка. Решетка 2, самодельная. Здесь тоже две арматурины, которые, кстати, мы можем ставить выше. Ну, можем вот сюда, посмотрите, раз, два, три. Можем так 3 поставить, можем крест-накрест ставить. Вот, то есть вот эту вот арматуру мы можем ставить вот так вот. Можно крест-накрест ставить, да? Вот. И сюда уже вешаются крюки с продуктами. Ну, то есть можно крест-накрест ставить. Сюда вешаются крюки с продуктами, можно в центр повесить, то есть сколько угодно можно повесить. Также здесь есть возможность. Ставим вот. Вот так вот можно ставить. Вот. Ну и понятно, что везде здесь навешиваются крюки с продуктами, которые нам нужны. То, что здесь дырочки в стенах, ничего страшного. Дым и так или иначе будет выходить и из-под крышки, и из этих дырочек. Это они вообще ничего не дают, ничего страшного они не делают. Вот была куплена такая вот решетка-сетка. Если надо что-то мелкое коптить, то есть она будет укладываться на нашу основную решетку. Тоже для подвешивания вот такие два шампура. То есть, скажем, втыкаются в курицу. И вот сюда вот вставляется арматура или крюк. Собственно говоря, поддон-жиросборник. Сюда жир капает. Внизу у нас рожно от микроволновки, которое никто никогда не использует. Я про это уже рассказывал. И даже нашел видосы в Ютубе, где люди начали за мной повторять. Вот. И вот, немножко разогнул ножки, чтобы его чуть-чуть ниже опустить. И, собственно говоря, вот здесь вот кидаются опилки. Собственно говоря, вот это вот бак где-то 50 литров. Это самый оптимальный размер бака, по моему мнению. Вот. То есть у нас продукт не будет перенасыщен. Не надо открывать крышку, потому что вот в этих двух маленьких коптильнях надо постоянно открывать крышку для того, чтобы выветривать. Как собирается коптильня? Ставим нашу решетку, и да, как вы видите, у нас поддон-жиросборник стоит где-то в 10 сантиметрах от дна. То есть на таком расстоянии жир у нас уже практически не горит. Потому что вот во всех этих коптильнях, как мы видим, у них высота совсем небольшая. И у них жир, у них поддон, жиросборник, от дна где-то на расстоянии сантиметра-полтора. Естественно, там идет нагревание безумное, естественно, начинает гореть. Потом также есть гении-советчики, которые говорят, что насыпь типа в этот поддон песка, и тогда жар не будет подниматься. Ребят, коптится не 10 минут, коптится часы. Часы коптится за время это. Наш песок точно так же нагреется, и точно так же на этом песке будет у нас гореть жир, который капает. Я имею в виду в коптильне, где низко устанавливается поддон. То есть самый оптимальный размер коптильни
и для начинающих. Ну, для дома мне можно и 200-литровую бочку использовать. Но, по-моему, самый оптимальный размер это где-то 40-50 литров. Даже где-то 50-70 литров, я бы так сказал. Ей легко управлять. То есть поставили и забыли. Вот. Поддон, жиросборник поднимается на сантиметров 10 от днища. Немножко опилок, ну и, собственно говоря, там уже систему в этом баке вы можете сделать и, как и я, и для подвешивания, и решетки, и все остальное. Если у вас есть возможность найти нержавеющие решетки, сделайте нержавеющие. Если у вас нет возможности найти нержавеющие решетки, ну, сделайте, как я, остальные, ничего страшного, приготовили, помыли, все отлично. Значит, ставим решетку, но эта решетка просто для того, чтобы поддон был приподнят. Моя коптильня вот эта полностью самодельная. Ну как, бак же я, естественно, не делал, я его просто купил. Точнее, не я купил, я его на чердаке нашел. Потом вот это вот алюминиевое блюдо, которое совпало, я тоже нашел на чердаке, но вроде 39 внутренний здесь диаметр. То есть все это продается. Ну, конечно, здесь блюдо где-то должно быть 37, вот так вот, чтобы дым проходил снизу. Это решетка всего лишь для того, чтобы блюдо стояло над дном. То есть вы можете, если у вас такой решетки нету, также просверлить какие-то дырочки, взять болты, не нержавейку, обыкновенные стальные, чтобы они торчали. Вот. Или вообще какую-то там треногу сделать. То есть, неважно как, или даже в дно самого вот этого поддона вкрутить какие-то болты, как ножки, чтобы они были. Все. Сейчас берем щепу. Очень у многих есть заблуждение. Берут щепу, засыпают все днище, и еще ее смачивают. Получается ужас. Ребят, вода, давайте грубо так скажем, вода не дает дыму прилипать к продуктам. То есть только сухое. Щепа не коптит, пока она мокрая. Вот. То есть, как только щепа высохла, только тогда она начинает дымить. Так что все это зло. И замачивается щепа в тех случаях, когда ее надо замачивать, как я уже говорил, когда ее кидают на уголь, допустим, непосредственно. Она замачивается только для того, чтобы температура нужная набралась для копчения, хотя бы градусов 50 в коптильне нашей, ну, в смокере, там, в гриле. Вот, и только потом началось копчение. Значит, берем щепа, в моем случае ольха, где-то вот одну жменю. Все, больше не надо. Вот, сухая, совершенно сухая щепа, ольха. Больше не надо ни капельки, ни капелюшечки. Не верьте никому, кто скажет надо. Вы мне не верите? Возьмите, сделайте то же самое. Какую щепу можно использовать? В принципе, практически любую. Не смоленистых и не хвойных деревьев. Какие-то орехи можно использовать. Допустим, вот я вам скажу, что я иногда к пивку покупаю фисташки. Вот. Я испытывал. Это целый пакет скорлупы от фисташек. Отлично коптится, вкус такой же, как на ольхе. У меня лежит целая дробница яблони. Вот вы видите. Точно так же можно напилить щепы, наделать, настрогать яблони. Вот у меня, ну сейчас был дождик, сушатся веточки, это смородина. Также я насушил веточек винограда. Нарезаем меленько. Вот, нарезаем меленько. Не надо делать щепу. Можно вообще просто вот взять поленце вот это вот и нарезать кругляшками, такими таблетками, где-то по миллиметра 4 в толщину. Несколько штук кинуть на дно, они будут отлично коптить, нам этого вполне хватит. Значит, теперь мы устанавливаем поддон, жиросборник. Вот он стоит, все, он установлен. Я его замотал в фольгу только для того, чтобы потом его было легче мыть. То есть его даже вообще мыть не надо. Вот. Я просто сниму эту фольгу, выкину ее, а поддон мой останется чистеньким. И сейчас я планирую коптить ребрышки, то есть грудинку. Значит, что я сейчас буду делать? Я сейчас беру вот эти вот свои две арматурины. Я их вставляю на нижний уровень. У меня есть отверстие в коптильне. Раз. Два. Все. Я беру одну из двух решеток.
И просто я сейчас сюда положу свои ребрышки и буду коптить. То есть все остальные элементы этой коптильни мне сейчас не нужны. У меня всего лишь одна полоска ребрышек и еще две какие-то сосиски. То есть, если бы мне нужно было закоптить в 2 уровня, то я бы положил выше, там, ниже, еще бы добавил решетку. В принципе, здесь можно сделать решеток сколько угодно. Вот. Я думал, знаете, как сделать какие-то полосы с крючками внутри, а потом подумал, да кому это нужно? И так отлично все получается. То есть, все это практично, все это быстро, легко и просто. Вот, делается на раз, и очень неплохо все работает. Ребят, я свою коптильню из выворки показываю как пример. То есть это не самая лучшая, самая оптимальная коптильня. Да, конечно, для вас, как для начинающего коптильщика, вам легче всего будет совладать с коптильней где-то, ну вот примерно такого размера, потом такую выворку элементарно найти, их можно купить вот прямо сейчас. Я их видел в таких, знаете, постсоветских, вот есть хостабары такие, не новые, там, где все китайщина или там все импортное продается, а такие еще, где можно найти там струбцы, ну, тиски, какого-нибудь там еще советского производства, которые на складах остались, все еще не распроданные. То есть вот в таких магазинах мы купим. В сельпо каких-нибудь можно найти эти баки. Да, в принципе, их можно даже не покупать. Я уверен, что у вашей бабушки на чердаке, в деревне, на даче стопудово такой бак есть. Они были у всех. Вот, и при том, если выгорит дно, просто берется, покупается 3-миллиметровая сталь, болгарка, вырезается по кругу, приваривается, прихватывается, все, супер работает. Даже если вы не владеете сваркой, вам любой сварщик за стакан водки это сделает. Ну, я имею в виду стакан водки, это образно, что за копейки. Вот. Потому что за бутылку сейчас уже ни хрена никто не делает. Значит, и я показываю просто для того, чтобы вам показать, что все это сделано элементарно. То есть мы берем бак, мы берем дрель, мы берем несколько кусков арматуры, решетки я делал тоже сам. То есть все это вы можете сделать. Ну, если не будете спешить за один вечер, там, за день вы сделаете это. Вот, там вообще ничего, никакой сложности нету. Сделать эту коптильню. Все остальные коптильни такого типа работают одинаково. Хоть вы возьмете 200-литровую бочку, вы точно так же будете под ней разводить какой-то огонь, вы будете туда кидать щепу, вы будете ставить какой-то поддон-жиросборник. Да, поддон-жиросборник. Любая тарелка это может быть. В принципе, вы можете даже керамическую, какую-то там глиняную поставить тарелку, застелить ее фольгой. Когда вы застилаете фольгой, жир капает на фольгу, потому что все равно у нас есть нагревание, жир будет капать, он не будет гореть, но он будет капать. Он, то есть он из ваших продуктов будет вытекать. Также остатки влаги, хотя продукты должны быть подсушенные, не сушеные, но подсушенные, обветренные, так скажем. Но все равно внутри-то влага есть, и при нагревании она будет так или иначе капать. И чтобы нам не мыть наш поддон, мы просто снимаем фольгу и выкидываем, и все чистенько, хорошо. Вот. Возьмите кусок жести, там не то, что там прямо струи текут, возьмите, вот реально, возьмите кусок жести, и из фольги вы можете сформировать вот этот вот кантик, типа как тарелка, большую тарелку, найдите керамическую большую тарелку, там тарелка ваша выдержит эту температуру, ну вот, то есть вообще в этом никаких проблем нету, то есть это до того все элементарно и просто, и моя коптильня только как пример. Я уверен, что если вы будете делать гораздо лучше, сделаете гораздо лучше, чем я, потому что я во многом поленился, я не сделал там никакие крючки, я решетки ставлю на арматуру. Но арматуру просто я хочу, вы знаете, как хотелось универсально сделать, чтобы эту же арматуру можно было использовать и для подвешивания на крючках, и для подставки под тарелки, чтобы лишнего ничего внутри не было. А то, что вот эти маленькие отверстия, там шестерка у меня, проволока эта, арматура, вот круглая, не рифленая. Хотя, может, рифленая была бы лучше, она не скользила бы. Хотя это тоже, честно говоря, не скользит. Я этот бак и снимал, и ставил, и немножко наклонял при переноске, понятно. Не скользит, ничего не вываливается. Вот, тем более, что эта арматура, когда она стоит в коптильне, то есть она постоянно нагружена. Или она прижата решетками, или на ней висят крюки с продуктами, соответственно, и решетки, соответственно, тоже с продуктами. То есть, вот, это все, еще раз скажу, показано как пример. Возьмите, купите 100-литровую бочку,
цепочку, запомните, не оцинковку, болты, не оцинковка. Никакого крепежа, оцинковки внутри, там, где наши продукты, быть не должно. Снаружи тоже быть не должно, потому что вы будете находиться неподалеку от своей коптильни, и вы будете всей этой хренью дышать. Ни в коем случае никакой оцинковки с продуктами рядом быть не должно. Я имею в виду там, где идет нагревание. Ни в коем случае. Все, то есть оцинковка и копчение, забудьте про это. Даже не покупайте оцинкованные болты. Я знаю, что сейчас их трудно купить. Пойдите на какую-нибудь авторазборку, и там вы купите, или даже, может, вам бесплатно дают жменю этих болтов, гаек, вам в основном там шестерка, восьмерка, все, что может быть нужно. Вот. И то я восьмерку использовал в своем баке только в одном месте. Я прикручивал болтик, вот видите ли, у меня на крышке крючок, чтобы крышку вешать на борт. Вот, я сделал из куска полосы стальной черная сталь, черная арматура. Если найдете нержавейку, супер, но не оцинковку. Вот. Чтобы вешать, я туда вкручивал термометр, и на термометре, у меня термометр шток был 8 мм, М8 резьба была. И я термометр использовал как крепеж. Вот, потом я термометр убрал, мне он нужен был в другом месте. Я туда просто вкрутил на это же место, чтобы его не заварить, болт М8. Обыкновенный черный болт. Ну, я имею в виду черный, не оцинкованный, не нержавейка, не оцинковка. Вот, еще раз, оцинковка нет, нержавейка да, черная сталь можно. Все. Идем дальше. Да, я совершенно забыл, ребят. Если бы нам надо было закоптить что-то мелкое, вот я купил вот такая вот сетка на Алиэкспрессе. Она просто вот сюда вот кладется, да? Вот. Очередное заблуждение, но которое имеет место быть, которое я сам нарвался на него в интернете. Вот, а заблуждение, собственно говоря, заключается в том, что, я думаю, вы понимаете, вот у нас печка, да, неважно, печка, костер, газовая плита, что бы там ни было. То есть вот сюда вот мы сейчас кидаем дровишки, вот, щепочки какие-то, это елка, сосна, елка, то есть это вот стройки, остатки, вот от лак половых, обрезки. То есть это всего лишь печка как нагревательный элемент. То есть отсюда дым никаким боком не попадет в нашу коптильню. Но имеет место быть. И я это сам видел своими глазами. Такое видео, что человек коптит, еще учит видео с заголовками по типу «Как правильно коптить», «Как правильно делать» и вся хрень в таком духе. Вот. Он учит, как надо коптить, но при этом он сам не понимает, что он делает. То есть он коптит, и вот сюда вот он кладет плодовые деревья в печку. У него тоже по типу моей коптильни, то есть печка, снизу, сверху бак. Вот. Он кладет плодовые деревья, потому что надо коптить только на плодовых деревьях. Но дым из печки никаким боком не попадет в вашу коптильню. То есть вот здесь вы можете сжигать хоть уголь, хоть пластик сжигайте, что хотите. В наш бак все равно ничего отсюда не попадет дым. Так что имейте это в виду и жгите здесь что хотите. Вот. Я буду здесь жечь елку или сосну. Сейчас как раз таки у меня идет засолка, точнее просушка мяса. А если по правде сказать, идет засолка от просушки, я сейчас только готовлюсь, по поводу засолки. Я снимал целое видео, и я вам рекомендую, после этого вот у меня будет ссылка, где-то вылезет подсказка, и в описании к видео будет, посмотрите, по поводу засолки. Ребят, очень многие засаливают продукт, то есть они берут там какие-то специи, какие-то перчики, еще какие-то дорогостоящие, даже бывает специи берут, мутят чего-то, творят, это все лишено смысла. В курицу не добавляйте чеснок, не добавляйте никаких специй, только соль. Оно все не работает. То есть у копчения настолько мощный, настолько насыщенный вкус, что оно просто-напросто все не работает. И опять же, не перестану повторять, щепа только сухая, никакого гидрозатвора, и обязательно просушите, протрите. Вот как можно посолить? Я, как вам сказал, про это есть видео, но я вот здесь вот расскажу, так скажем, на пальцах. Вы можете взять какой-то резервуар, сделать туда крепко соленую воду, крепко соленую, прямо вот вы ж воблу соленую рыбу ели, такую сушеную, вот прямо вот, чтобы ощущение, когда вы пробуете воду, чтобы соль прямо была вот
такой силы был посол у вас. Вот. И туда можете погрузить свой продукт на часов 10-12. Потом вынуть, просушить, протереть бумажным полотенцем и просушить. Сушить лучше всего, вот почему я сказал, что я еще не начал. Потому что вот такая вот сушилка. Вот. Это просто сетка. Просто сетка. Продается тоже на Алиэкспрессе. Можно сделать самому, можно купить. Здесь есть несколько раз, 2-3 уровня. Ну, чтобы мухи туда не летели, пыль, всякая грязь. Вот такая вот сетка. Стоит тоже какие-то копейки. Я хочу себе купить вторую. Уже второй год хочу купить вторую. Но все как-то руки не доходят. Значит, очень важно иметь такую сетку. Иначе вы просто заколебетесь, особенно летом, когда всякая мошкара, мухи, насекомые. Вы просто заколебетесь сушить. Сушить лучше на каком-то ветерке. Вот. Я даже как-то делал сушилку, то есть у меня кубик, с двух сторон была обыкновенная москитная сетка, и я еще подставлял вентилятор, ну такой обыкновенный комнатный вентилятор, который на ноге стоит для охлаждения помещения. Значит, вот такая вот у меня, вот такой короб для копчения. Ну, собственно говоря, если надо, эта боковинка снимается, и сюда ставится вот такая вот сетка для проветривания. Их 2 штуки. То есть ставятся они с двух сторон и, получается, проветривается. Ну, продукт сушится, то есть сушилка. Одновременно и коптилка, и сушилка. Вот. Вот так вот поворачиваем. И сюда можно ставить вот такие вот сетчатые просто стенки. Ну, в принципе, видно, как оно сделано. Сделано небрежно, делал на скорую руку. Рассчитывал, что ну, на 1-2 раза я это сделаю, а потом сделаю что-нибудь себе путное. Ну, вот уже 3 года, как это путное делается. Вот. Вот конструкция изнутри. Сверху лежат палочки, на которых висят крючки. Они выдвигаются, снимаются, развешиваются продукты. Закрыли крышку, повернули вот эти вот, не знаю, как они называются. Все. Ну, то есть, вот эта вот сетка, это, по-моему, самый оптимальный вариант. Взяли вот сейчас, в моем случае, мои ребрышки, повесили в эту сетку вот где-то на какое-то на дерево, или вот я под навесом сижу. Вот все хотел себе крюк в потолок тоже подварить, но все так и не сделал, чтобы сетку подвешивать эту. Значит, посол может быть мокрый в воде, но вот буквально последние 2 года... Ребят, если вы в прошлом году смотрели видео мое про засолку, про мокрый посол, то видео это снималось где-то за год. Следующий вопрос – температура копчения. Я уже начинал касаться темы термометров, и очень многие мне пишут, я вот говорю, ребята, коптить надо температура в баке от 105 до 125 градусов. Мне говорят, я копчу при 70 там, или при 80, и все получается классно. Ребят, если вы хотите, чтобы у вас получалось красиво и вкусно, чтобы у вас не было горечи, чтобы у вас все было правильно, возьмите термометры. Вот смотрите, я пользуюсь, вот, термометры. Это самые мои частые термометры. Это электронные термометры, Wi-Fi и Bluetooth. Плюс в том, что термометр этот, передает данные на телефон. То есть я могу сидеть, вот я на даче нахожусь, я могу пойти в дом, у меня Bluetooth добивает, Wi-Fi тем более. Вот, то есть я могу пойти в дом и пользоваться термометром, то есть смотреть, что у меня происходит в коптильне. У меня всякие там оповещения приходят, когда температура достигла нужного уровня и так далее. Про это тоже есть отдельный ролик, будет ссылка. То есть здесь я уже углубляться в термометры не буду. В термометры эти вставляются по 4 щупа. У меня есть термометры, в которых 6 щупов вставляется. О, штекерами. То есть один термометр, один щуп мы поставим в сам продукт, в мясо, и будем коптить до какой-то нужной температуры, пока не достигнет. Второй я обычно закрепляю на решетку, хотя в этом никакой необходимости нету. И когда вы контролируете температуру не в крышке, которая находится на сантиметров там 10, 15, 20, 30 над вашим продуктом, а прямо непосредственно на уровне продукта, то вы сразу начинаете видеть, когда у вас в крышке 70, то на уровне продукта у вас 125.
Я этот эксперимент уже неоднократно проводил, я вам говорю об одном и том же, но вы этого все не слышите и начинаете, наоборот, упираться ногами и руками и говорить, что все это неправда. Но опять же я скажу, что если вы хотите коптить красиво, вкусно и правильно, то послушайте то, что вам говорят. У меня нет цели вам чего-то продать, и нет цели вас обмануть. Я вам показал термометры свои, вы можете купить их, можете купить другие. Я отдал деньги, я получаю удовольствие. Вы можете вообще попытаться коптить без термометра. Ну, не знаю, сколько по времени коптить. Следующий вопрос отсюда вытекающий, один из самых частых. Сколько по времени коптить? Время копчения всегда зависит от размера продукта. То есть, если вы возьмете курицу, вот такую размером с индюка, то она будет коптиться, ну, скажем, 4 часа. Если вы возьмете маленького цыпленочка, то он будет коптиться 1,5 часа. Если вы возьмете, как вот я сейчас, ребрышки, понимаете, мне уже термометр не нужен. То есть я уже примерно понимаю, сколько по времени будет коптиться. Также температура всегда зависит еще от объема бака. В принципе, я уже привык к своему 50-литровому вот этому баку выборки, бочке вот этой вот. Вы привыкнете к своей коптильне. То есть я не могу сказать, сколько вы будете по времени коптить, скажем, 2-килограммовую курицу в вашей коптильне. Потому что, естественно, вашу коптильню нужно до какой-то степени прогреть. Время прогрева коптильни – это не время прогрева вашей духовки. Все гораздо дольше и по-разному. Также все зависит от уличной температуры. Бывали разы, что я коптильню, вот эту вот бак, даже вот этот вот кубик коптильню, я не мог разогнать до нужных 120, даже 105 градусов. Несколько раз я не мог, было очень трудно разогнать. На улице было не холодно, там было где-то в районе 15-12 градусов, но при этом дул очень сильный ветер, и коптильня постоянно охлаждалась. То есть у меня не получалось ее разогреть, так что тоже все зависит от влажности воздуха. Вот. То есть есть такие моменты, и проводите эксперименты. В принципе, в коптильне коптится столько же по времени, сколько вы, скажем, курицу будете готовить в духовке. Вот сколько вы готовили в духовке курицу. А термометры, то, что мясо внутри, контролировать температуру мяса внутри и контролировать температуру в баке. Ну, допустим, в духовке на сегодняшний день вы же выставляете какую-то температуру. Я понимаю, что ваша бабушка, ваш дед коптил в бочке, а бабушка в духовке, она и не знала, что такое температура, и все у нее всегда получалось. Ну, ребят, во-первых, никто не сказал, что ваш дед делал идеал, и что ваш дед, он прекрасно коптил. Но я не уверен, что ваш дед или мой дед коптил лучше, чем коптю я на сегодняшний день, используя термометры. Ну, не хотите пользоваться технологиями, ну, я не могу вас заставить, я просто пытаюсь вам рассказать, как это делаю я, и как вы можете сделать так, чтобы у вас не было ошибок, а чтобы вы получили от копчения удовольствие, а не начали плеваться и говорить, какое это все дерьмо, и начинать искать причины и проблемы, почему мне не есть копчености, и почему там канцерогены и вся остальная хрень. По поводу канцерогенов я тоже затрудняюсь вам что-нибудь сказать, во-первых, по той причине, что я не врач. Вот, я ничего здесь не могу сказать. Покон веков люди ели копчености, люди коптили для сохранения продуктов. И если вы будете делать коптильню по моим рекомендациям, то есть где ничего не горит, ну практически ничего не горит, то есть на уровне духовки, обыкновенной духовки у вас получается. Вот моя коптильня на уровне духовки, и там канцерогенов практически не будет, так что пробуйте. Ну, то есть я про канцерогены ничего не буду говорить. Сам ем копченое, ем часто. Подводя итог под данной темой, я бы все-таки для начинающих очень посоветовал коптить с использованием термометра и внутри продукта, и внутри и самого бака. Вот, во-первых, вы увидите реальную температуру, это раз. Не термометр в крышке, он вообще ничего не дает. Это вы можете термометром в крышке контролировать только то, что вот у вас пошла стрелка кверху, значит, у вас пошел нагрев. Вот. Если у вас достигло 70 градусов, ну, вам тоже надо, не знаю, возьмите там у жены, у мамы, у брата, у друга, у соседа в аренду где-нибудь возьмите термометр, если вы уже так не хотите его покупать. И проконтролируйте, какая разница. Хотя я вам скажу, что разница сегодня, вот у нас сейчас я сижу здесь на улице, я сел здесь на улице, было у нас плюс 15, сейчас вот я вставал, было плюс 19 уже. То есть даже вот сейчас октябрь месяц, и все равно температура прыгает, меняется.
Вот. И никто не сказал, что температура не будет разниться. Даже вот на улице температура на 4 градуса поднялась, у вас уже в баке, то есть вашей печи будет легче разогнать температуру внутри бака. То есть надо все это контролировать и проверять. И никто, если вам кто-то скажет какую-то точную информацию, плюньте ему в лицо, потому что это будет ложь. Это не будет точно. Ну, даже, знаете, как я вам скажу, на всякий случай, вот если вы не хотите пользоваться термометром, если у вас какие-то, не знаю, что-то не позволяет это сделать, какие-то убеждения, вот, предположение, что вас хотят обмануть, я вам приведу вот здесь вот таблицу температуры готовности продуктов, ну, естественно, температура внутри самого продукта. Но также, имея эту таблицу, я не знаю, откуда вы узнаете про температуру внутри продукта, если у вас не будет термометром. Ну и, конечно, это очень важно. Надо вот не забывать, что после копчения, когда достигнута нужная температура, то есть когда наше копчение завершено, конечно, нашу коптильню, наш бак надо снять с огня. И я раньше рекомендовал отлежаться часов 12 где-то в холодильнике. Вот сегодня я смело могу вам порекомендовать, оставьте в коптильне. За часов 12, там 8 минимум часов дайте полежать, с продуктом ничего не случится. В вашей коптильне больше нету никаких продуктов, которые будут продолжать коптить ваше мясо. Ну хотя бы дайте, знаете, как в коптильне, вот такая рекомендация. Когда копчение у вас завершено, дайте остынуть коптильне вместе с вашим продуктом, там, мясом, курицей, рыбой, пускай она остынет, дойдет до температуры окружающей среды, вот прямо в этом же резервуаре, в этой же коптильне. Вот, а потом уже вы на оставшиеся, там, сколько там, 5, 6, 8, 10, 12 часов, смотря как быстро у вас остынет, потому что если вы коптите зимой, то у вас остынет коптильня за полчаса, если вы коптите летом на жаре плюс 50, то у вас коптильня остынет до этих 50 градусов, за час, за полтора. То есть, ну, где-то дайте 12 часов отлежаться, а потом только употребляйте. Но вот как совет, охладите в коптильне в самой. Вот я так делаю и вам рекомендую. Я уже касался этого вопроса, но вот при копчении в малых баках, в малых резервуарах, так же, как вот я, когда коптил в коптильной этой кубике, в маленькой коптильне, когда я пытался дома коптить, я сам до этого дошел. Их надо выветривать. То есть коптильни надо выветривать, вот, чтобы не было перенасыщения дымом. Иначе у вас продукт начнет горчить. Также никогда не используйте, если вы сами делаете щепу, никогда не используйте кору. Буквально кора от любых деревьев, она даст вам горечи. И плюс она может, некоторые деревья могут дать, вот допустим, смородину, виноград можете с корой использовать, ну, какие-то кустарники. Вот, а если вы используете древесину, там, где кора толстая, то тогда, конечно же, просто необходимо избавиться от коры. И обязательно, как я вот уже сказал, если вы используете маленькую коптильню, выветривайте ее. То есть каждые где-то 10 минут надо выветривать. В принципе, коптильня меньше 40 литров, ее надо выветривать. Вот возьмите себе за правило. Вот. То есть у вас жменька щепы, копчение идет первые где-то 15 минут. Вот. Поставили. На 10-й минуте крышку открыли, дым ушел, закрыли. 5 минут еще оно докоптится. И вот так вот все время открыли, закрыли каждые 10 минут. Ничего страшного, у вас сильно температура не уйдет. Ничего страшного с вами не произойдет. Но в принципе очень рекомендую выветривать. Проветривать. И чем коптильня меньше, тем чаще ее надо выветривать. Иначе у вас будет чернота, у вас будут проблемы. И опять же повторюсь, только сухая щепа, немного щепы. Одной жменьки хватит на вот этот кубик. Также одной жменьки на мой 50-литровый бак хватит. Вот. И никаких гидрозатворов это никому не нужно. Также я слышал, знаете, такую идею, что гидрозатвор дает герметичность. Какой бред, какая чушь. Ой, ребят, меньше слушайте бред, и когда вы что-то слушаете, вы просто давайте оценку и слушайте, и мозги включайте, а не просто слушайте, и что вам по ушам ездит. Какой-то кто-то, у кого руки растут из жопы, что-то пытается делать, и
оно не есть истина, если даже у кого-то что-то как-то получилось. Вот. Давайте пойдем дальше. И знаете, даже вот вспоминая, как я коптил в этом вот своем кубике коптильне, небольшой, там, на сколько литров, 25, были сложности, были проблемы, всегда были сложности и проблемы. И когда я понял, что вот у меня только начало получаться, я начал понимать, что мне этого размера не хватает. Я раньше тоже замачивал щепу. У меня были на крышке, вот я поднимал крышку, там какие-то подтеки были, это вот прямо сажа это текла. Настрогали мы стружки вишни, значит, заливаем гидрозатвор. Ну что, в принципе, пришло время открывать. Открываем, смотрим, что у нас получилось. И как мне рекомендовали, и рекомендовали не раз, я, значит, сейчас эти опилки увлажнил. То есть вот так вот насыпали опилок. И давайте польем водичкой. Ну что, значит, копчение закончено. Открываем, смотрим, что получилось. Вот. Старался в этот раз, чтобы чернота не капала, но почти нету ее. Вот такая вот радость. Ставим нашу коптильню. Вот, заливаем гидрозатвор всего лишь для того, чтобы дым не шманил. И как из серединки пойдет дымок, засекаем. Ну вот так как курица большая и толстенькая, ну думаю, наверное, час точно можно засекать. Вот такой вот опрыскиватель купил уже давно себе. Вот для чего он нужен. Значит, когда мы поднимем крышку, на ней будет сажа. То есть через каждые где-то минут 10, 5-10 минут открываем, обливаем, то есть сливаем эту сажу, и тогда никаких пятен у нас на самом продукте нашем нет. Смывал сажу, она все-таки скапливалась, я ее смывал. Вот, но я это уже не показывал, просто поливачкой поливаешь, тряпочкой вытираешь. Но за вот это вот время я 3 раза смывал сажу. Значит, давайте посмотрим, что у нас получилось. Прямо грязные перчатки убираем. Я пытался делать какие-то там крышки-домики, я пытался какую-то вставку делать такую домиком, чтобы типа жир, не жир, это сажа стекала на боковины и вниз. И она опять стекала, опять испарялась, она поднималась кверху, короче, всю чушь херня полная. Я заливал гидрозатворы, и это вообще никому не нужно. И в итоге окончилось тем, что я вот взял вот эту выворку, и получилось лучше всего. Что я вам рекомендую. Я пытался большие баки сделать, но, опять же скажу, чем больше у вас будет бак, во-первых, вот этой выворки 50 там, или 70 литров вам вот так вот хватит на домашние все нужды. Вы там и колбаски закоптите, рыбу закоптите, сало закоптите, курицы, вот сюда вот влазит штук 6 куриц. Это точно. Вот, вы все это элементарно закоптите, это вы беспроблемно закоптите. Можно взять 100-литровую бочку, можно взять 200-литровую бочку, но все это чревато, это не будет хуже, всегда будет только лучше. Но очень трудно поддерживать, допустим, вот 200-литровую бочку, разогнать до 125 градусов, это сложно. То есть здесь есть моменты, здесь есть нюансы, и я вам рекомендую, вот если вы хотите начать коптить, возьмите 50 литров, это будет самый оптимальный вариант, а потом, когда вам понадобится больше, вы захотите увеличить свои какие-то возможности в копчении, вы начнете переходить к 200-литровым бочкам. Я пробовал коптить. И даже коптил какое-то время в 200-литровой бочке, я не могу сказать, что это классно, что это супер, потому что уходит, во-первых, много времени, и, во-первых, мне столько копченых продуктов не нужно, это раз.
Второе, что очень много телодвижений уходит, и очень много сил, очень много дров для того, чтобы прогреть, для того, чтобы поддерживать. И, ну, то есть не надо, не начинайте, так как у нас видео все-таки для начинающих. Начинайте, не пытайтесь сразу вот с первых шагов объять необъятное. Начните с 50-литровой коптильни, которая делается за копейки. Я уверен, что даже у вас, где там у бабушки, у соседа, у друга можно попросить. Да вот буквально недавно у меня соседка выкинула 2 выборки, снесла на помойку, они ей не нужны были. И опять же, вот я себе написал подсказку, ни в коем случае, вот какой бы у вас ни был по размеру бак, вот, ни в коем случае не перебарщивайте со щепой. То есть, что у вас хватит, вот 2 меры есть, жменя, и еще вот такая вот щепотка. Будем коптить на сливе. У меня вот здесь есть щепа, совершенно сухая, никаких замачиваний, жменю. И еще чуть-чуть. Вот. Жменя, вот вы видели, я кинул на 50-литровый бак. На 200-литровую бочку я кинул бы столько же. Понимаете, копчение идет... не как многие думают, оно не идет постоянно, оно не идет весь процесс. Оно идет первые там, 10-15 минут. Потом продукт при нагревании, он просто перестает принимать этот дым. И начинают появляться капли начинают появляться вот увлажнение. Даже вот в нашей сухой щепе, кстати, если щепа у вас мокрая, вы можете, вот, допустим, вот как мы собрали коптильню, да, вы можете разжечь печку, сразу же поставить коптильню, она начнет нагреваться, щепа начнет сохнуть, то есть влага уйдет в открытую крышку, потом мы закладываем продукт через минуты 3-4, и потом мы только закрываем крышку. Вот, то есть дать щепе высохнуть прямо на огне нашем. Вот. И, то есть, не перебарщивайте со щепой. Вот это жменя, допустим, вот на 200-литровую бочку жменя и еще щепотка. Если у нас на улице холодно, то, ну, в принципе, жменю всегда положите, и вы не прогадаете. Не кладите больше. Не кладите больше, потому что это будет лишнее. А лишняя щепа – это чревато перенасыщением дыма. Так что вам этого не нужно. Вот. То есть черный продукт прямо будет язык вязать, знаете, такое вот копчение бывает. И многие говорят: посмотрите, какая золотистая корочка, сука, оно коричневое. Оно коричневое, как он забор моего соседа. Ну и, конечно, щепу вот использовать только плодовых деревьев. Допустим, вот я использую еще, кроме плодовых, вот у меня яблоня, слива, вишня, груша, вот, виноград, смородина. Я вот еще использую, люблю дуб, мне нравится. На дубе вкусное копчение получается. Бук, липа, ольха. Ольха вообще вот у нас самое частое, то, что вы едите, скажем, какую-то скумбрию там, или курицу из магазина. Понятно, что это жидкий дым, но, ребята, это жидкий дым, вот вкус, это именно вкус ольхи. Акация, осина. Осину я напилил себе, но мне осина не очень понравилась. То есть там такой специфический дым у осины, и не особо я ее люблю. Еще хорошо черешня, и вот я вам скажу, допустим, аромат от вишни от черешни, он немножко разный. Ну и, конечно же, как я уже говорил, хвойные, смоленистые, вот ту же березу. Я, кстати, вот в этом году столкнулся с тем, что человек прямо рекомендует использовать березу, и он тоже профессионально занимается копчением, но он занимается копчением в смокере. Хотя, когда я пробовал использовать березу, когда я еще не знал, ну, я слышал только, что хвойный нельзя, у меня была целая дробница дров березовых, я попробовал без коры использовать березу, у меня была чернота. Вот в этом году меня натолкнуло это на мысль, вот сейчас я вам не скажу, потому что когда человек профессионально коптит и на этом еще зарабатывает деньги, то есть он продает свой продукт, а если он его продает, значит, есть спрос, а если есть спрос, значит, он делает хорошо и правильно. Возможно, у меня были какие-то другие ошибки, которые я когда-то, как я уже не раз говорил, допускал в копчении, и, возможно, на березе тоже можно коптить. Вот. Так что я буду еще пробовать. У меня вот сейчас, к сожалению, березы нету, она не подготовлена, даже если бы была. Ну, то есть, пока что я вам не скажу, что березу не используйте. Раньше говорил, вот в этом году я получил новую информацию, и я не могу сказать.
В принципе, если хотите аромат, вообще самые-самые простые вот на сегодняшний день копчения, начните, та же ольха продается в куче магазинов, вот в таких вот пакетиках, как вот вы видите, над головой у меня лежит. Вот скорлупа от орехов можно использовать, вон какую-то яблоню, я думаю, что практически у всех есть яблоня где-то там на даче, да у соседа ветки обрезал, можно взять эту яблоню, высушить ее, напилить щипы, высушить в той же микроволновке или вот прямо в баке, как я вам сказал. Ну, конечно, не самое там, когда сок идет, вот, весенние деревья, а ну, такие, чтобы они вот уже полежали, подсохли. Вообще рекомендуется хотя бы год посушить перед копчением. Но опять же, вот тоже не перестану повторять, я сам это делал, я сам сталкивался с этими ошибками. Ни в коем случае в нашем копчении вот в таком вот не замачивать щепу. Запомните, щепа замачивается только в том случае, когда она кладется непосредственно на угли, и то только для того, чтобы мы могли, вот смотрите, у нас, допустим, где-то в гриле горят угли, уже все, они раскаленные, мы поднимаем крышку, мы положили щепу, замоченную щепу, выкладываем на угли прямо. Наши вот эти вот чурбанчики, в моем случае, в вашем это может быть щепа просто замоченная. Мы разложили продукты, допустим, вот в гриль, это нам кажется, мы там кинули стейк или мясо, да, когда мы кладем один кусок, это доли секунды. Но когда, скажем, мне нужно в гриле выложить штук 40-50 куриных крылышек, и их всех еще разместить на решетке, потому что они зачастую не влазят, но их нужно туда впихнуть невпихуемое. Вот. То, естественно, у нас уже будет дымовая завеса. Поэтому щепа замачивается, а, естественно, мы решетку поднять не можем, потому что в тех местах, где решетка, даже вот если взять гриль Weber, там лючки есть такие для подбрасывания щепы или чего-нибудь, то когда очень много продуктов, то эти лючки бывают заложены уже продуктами, и мы просто физически не можем ничего туда добавить. Поэтому щепа замачивается только для того, чтобы оттянуть момент начала дымления. А как мы знаем, то у нас щепа начинает дымить только сухая. То есть пока щепа мокрая, она будет немножко давать порог, который моментально испаряется, который моментально уходит в вытяжки и который вообще не дает дыма. И при замачивании, при хорошем замачивании щепы, в нашем случае, где у нас минимум вытяжек, вот, где у нас нету никакого, ну, как ее сгорание есть, но оно сгорание в одном резервуаре, то есть у нас там угля нету. И у нас горение начнется только когда прогреется наше днище бака. То есть нам ни в коем случае не надо замачивать, потому что лишняя влага, это запомните, лишняя влага — это черные пятна, горечь и неправильное копчение. И пока наш продукт мокрый, а та же влага, если мы даже просушили хорошо наш продукт, то влага, которая идет из щепы, она будет также осаживаться, вот этот пар будет осаживаться на нашем продукте. И ничего хорошего мы в итоге не получим, и мы начнем плеваться и говорить, какая это все дрянь, пойду я лучше в магазине куплю копченой жидким дымом рыбу или курочку и буду получать от этого удовольствие. И также вот надо коснуться такого способа, понимаете, я не хочу касаться способов, как рекомендую там завязывать в марлю, в бумагу, в газету, я уже об этом говорил, что люди допускают ошибки, и поэтому они пытаются как-то эти ошибки исправить. Они, допустим, как я уже говорил, они замачивают щепу, они ее кладут очень много, и когда они видят, что продукт черный, они пытаются не уменьшить щепы и высушить ее. Они пытаются, они делают то же самое, но они начинают заворачивать какую-то марлю. Естественно, все эти черные пятна, они останутся на марле, а продукт наш получит вкус копчения. И опять же скажу, ни в коем случае не благодаря копчению мы получаем цвет. Мы получаем цвет только благодаря термообработке. Вот обратите внимание, никакого дыма нету у нас в духовке. Мы, скажем, сделаем курицу, известную вот курицу на бутылке. Там нету никакой щепы, там нету никакого горения. Там обыкновенный газ или вот как, допустим, у меня, у многих духовка вообще электрическая. Но также у нас получается золотистая корочка благодаря термообработке. Также на сковороде мы получаем золотистую корочку, даже не с той стороны, где продукт лежит непосредственно на сковороде, а даже сверху, если мы даже ее не переворачиваем, мы тоже можем получить золотистую корочку. Так что щепа и золотистая корочка — это не одно и то же, оно тут особо ни при чем. Ну, в принципе, вот я себе тоже здесь сделал пометку, как я уже касался вопроса этого.
Тоже многие люди пишут, что вот щепа должна быть мелко порублена. Нет, ребят, вот эта вот щепа, которая надо мной стоит, которую я покупал, вот, ну это просто обыкновенная магазинная щепа. Щепу, когда вы делаете сами, вы можете просто вот взять, напилить таблетками где-то по миллиметра 4-5. Вы можете взять секатор садовый, кустарник, просто какими-то маленькими такими вот болваночками нарубить, кинуть, они точно так же будут сгорать. И в принципе при копчении вообще никакой разницы нету, что там у вас внутри сгорает. Вот, могут быть чурочки напиленные, может быть щепа, может быть кустарник нарублен, даже вот веточек можете просто наломать и кинуть. Я когда-то пробовал, вот в этом году надо еще попробовать покоптить. Не, в этом уже не попробую. Я когда-то пробовал еще добавлять при копчении листья зеленые, но я вам это не рекомендую. Не рекомендую, потому что здесь надо еще понять, осознать, провести эксперименты, а потом рассказать. Так что пока что ничего про это говорить не буду. Знаете, вот я себе здесь сделал такую пометочку по поводу вымачивания щепы. Можно вымачивать щепу или покупать уже вымоченную щепу в коньяке или виски. Но, во-первых, если вы будете это делать самостоятельно, это очень дорого. Если вы будете покупать, допустим, вот есть дуб виски, продается щепа. Это дубовые бочки, в которых стоял вискарь. Вот, то есть, понятно, когда вискарь разливают на заводах, бочки эти уничтожаются. Есть заводы, предприятия, которые скупают эти разбитые бочки, режут их на мелкую щепу, на мелкие кубики и продают для коптильщиков, для вот всяких таких вот дачных кулинаров. Вот, все это продается. Можно покупать, но я вам скажу, что если вы будете вымачивать щепу в виски, это уже выше уровень, чем уровень начинающего коптильщика. Так что, ну, как вот такую вот, знаете, затравочку дал. Ну, если у вас есть, там, скажем, лишняя бутылка вискаря, ну, возьмите ту же вот жменю щепы, вот, замочите в вискаре где-то на недельку, потом вынимите щепу, высушите ее. Вы почувствуете, вот здесь вот действительно разница почувствуется в дыме, именно замоченном в вискаре или в коньяке. Давайте зажжем печурку. Из-за того, что сегодня у нас нешуточная влажность, я поставлю бак, то есть коптильню, вот прямо уже сейчас. Достаю решетку. Вот. И давайте мы сейчас займемся нашим мясом. Значит, смотрите, мы берем один щуп и поставим где-то вот здесь вот его. То есть он у нас сейчас будет, вот этот вот щуп, выдавать температуру. Конечно, его лучше поставить где-то в центре самом решетки. И все, провод мы просто выкинем наверх. И, естественно, наш термометр будет снимать показания. Потом мы берем вот эти вот ребра. Так, давайте щуп я уберу. Собственно говоря, вот так вот они будут лежать. Они высохли. И щуп мы берем, вставляем вот в самую толстую часть. Но так, чтобы только не упереться в кость. Вот. Кстати, они лежат шкуркой к низу. Вот. В принципе, здесь вообще не важно. Мы можем положить наше мясо вот так вот. Под любым углом можно положить его, да? Все, вот один щуп у нас стоит в мясе, а второй зеленый щуп у нас просто стоит и снимает температуру в коптильне. Также давайте сюда положим 2 колбаски, у меня есть. Я их тоже решил прокоптить. Вот, в принципе, коптильня у меня уже подогрелась, и понесли мясо в коптильню. Вот смотрите, в чем суть того, что я коптильню поставил буквально за пару минут до того, как поместил продукты внутрь. То есть, как вы видели, я поставил коптильню со щепой. Я пока разложил мясо на столе, расставил щупы, щепа немножко подогрелась. А так как сегодня у нас в воздухе очень большая влажность, то есть щепа уже начала подогреваться, и влага, которая в ней даже была, она уже за это время от нагревания испарилась. То есть, давайте сосисочку одну сюда положим. Вот. То есть у меня щуп стоит на том же уровне, что и мясо, да?
Вот. Запоминаем, что красный щуп у нас стоит на том же уровне, что и мясо. А мясо у нас, вот видите, вот где вот эти вот стоят у меня арматурины. А так бы у нас щуп был, насколько здесь, на сантиметров 30 выше. И, естественно, там уже совершенно другая была бы температура. Включаем наш термометр. Так, где я тут? Во. Прошу прощения. Вот. Первый щуп, который в мясе, показывает 16 градусов. А в коптильне у нас уже 25. Ну и, собственно говоря, все. Вот здесь вот я его себе оставляю. Свяжусь с телефоном, и он будет показывать мне данные по копчению моему. Вот смотрите, из-под крышки уже идет дымок, то есть копчение уже началось. Хотя прошло где-то, пару минут. При этом у нас сейчас в мясе на 1 градус поднялась температура, а в баке 32, то есть на 7. Я поставил коптильню свою. Вот у меня коптится, все отлично. По поводу посола. В этом году я только первый раз, когда солил ребрышки, в марте месяце, я их засолил дома в мокром рассоле. Дома же просушил на балконе. Зимы в этом же году не было, вообще в 20-м. Вот. И, приехал, коптил, пока мужики окна ставили. Мы с женой коптили. Все остальные разы я коптил, а коптил я, наверное, пару десятков раз точно. Коптил только сухим посолом. То есть берется продукт, неважно, рыба, мясо, курица, там вот те же ребрышки, сало, посыпается солью без каких-либо приправ, просто вот сухой посол. Соль от влаги продукта, она начинает растворяться. Мы вот и сразу на просушку. Посыпал солью и сразу в сушилку. Вот, она подсохла, все. То есть соль растворилась, одновременно наш продукт продукт подсох, сразу в коптильню. Все супер, вот. И еще одна такая небольшая рекомендация. Я сказал, что я вам дам список температур. Что, в принципе, вот в программах от моих термометров, если вы будете такой покупать. Что из того списка, то есть от любых рекомендаций. Ребят, вот очень советую при копчении добавляйте градуса 2-3 к температуре готовности продукта. Знаете, давайте я вам дам список стандартный, как вот он есть, и дам исправленный список с моими поправками по температуре. Просто поправки-то не потому, что мне так в голову засветило, а просто это уже опыт какой-то. Вот. Но опять же, очень это просто очень важный момент. Вот у меня пометка уже, наверное, раз 5. Обязательно перед копчением просушить продукт. Просто обязательно просушить. Как щепу можно просушить. Вот если даже на улице вот сейчас влажность, ночью был дождь, я насыпал в бак щепы, естественно, пока коптильня у меня стояла на земле, естественно, щепа какой-то влаги набрала в себя. То есть мы распалили нашу печь, наш костер, наш очаг, наш мангал, независимо от того, где мы будем коптить. Мы поставили коптильню, и хотя бы минуты 3-5 пускай постоит. Даже пускай щепа начнет немножко дымить. То есть она уже просохнет. И мы положим продукт, вот в моем случае я поставил решетку, уже в сухую коптильню, уже в просушенную. Также многие говорят, что вот щепу нужно покупать, это стоит денег. И щепы мешок может стоить столько же, сколько, скажем, там та же рыба. Ребят, вот смотрите, вот на этом вот пакете щепы, я вам не буду показывать, какая фирма, хотя многие воспринимают это за рекламу. Вы представляете, что вот он был полный до самого верха, прямо такой набитый. Я их купил, вот этот вот пакет стоил 2 белорусских рубля. 2 белорусских рубля это примерно $1. Ребят, я много копчу, мне этого пакета хватает на сезон, на год, а даже еще бывает остается на следующий сезон. Вот, потому что вот я купил вот таких вот себе 10 пакетов, я их купил 3 года назад. Вот это вот я начал только в этом году, 3-й пакет я начал. Понимаете, как вот мне их хватает, его вполне хватает. Нету расхода, если вы не будете высыпать целый пакет щепы в вашу коптильню, то его на очень долго хватает. Потом, я уже говорил про это. Заготавливайте щепу самостоятельно. Вот я подпилил деревья, я взял, сложил дрова, хотя бы год, я уже говорил, надо просушить, хотя бы год рекомендуется. Если срочно надо, вот, допустим, был такой момент, что я хотел снять видео про свою коптильню, про кубик эту, вот. Я купил щепу, но мудила, которая продавала, мне продала с какими-то опилками ламината, ДСП и всей остальной херни. То есть я приезжаю на дачу, уже все приготовил, все, засыпаю щепу в коптильню, и тут я вижу, что куски ламината у меня летят туда.
Вот. Я очень расстроился, и как раз это была ранняя весна, и точно так же с прошлого года батька пилил ветки, они просто лежали, ну, их никто не сжег, не выкинул, вот, на дрова не попилил, они просто валялись. Мы с другом взяли быстренько ножиком, настрогали стружки, вот. Ну, тогда я считал, что надо очень много, заложили целое дно, коптильни, получили черные колбаски, делали вид, что это очень классно, но все-таки, тем не менее. Значит, давайте пойдем дальше. То есть щепу и можно, и нужно делать самостоятельно. Если срочно нужно подсушить, так как ветки лежали на земле, просто берем эту щепу в какую-то кастрюльку, в тарелочку и в микроволновку на минут 5. Она испаряется. Вот, даже мы увидим, что на нашей посудине такая какая-то испарина, перекладываем в другую посудину, еще на минут 5, все, в коптильню. Запомните, копчение и сухость – это одно и то же. А это просто аксиома. Мясо, продукт наш подсушен, не вяленый, но подсушенный, просто чтобы влаги снаружи не было. Щепа сухая, никаких гидрозатворов и щепы немного. Все, это аксиома. Это 3 правила успеха, можно так сказать. То есть первое правило – сухая щепа, второе правило – немного щепы, третье правило – сухой продукт. Четвертое подправило – солим только солью, никаких дополнительных специй вообще не нужно. Вот. Четвертое – коптильный для начинающих 50-литровый бак. Самый оптимальный для нас будет. Вам будет легче всего с ним совладать, и вы поймете, что вы делаете и что вам надо впоследствии. Вот знаете, я еще сделал для себя пометку. Очень многие и говорят, и спрашивают, что, ну, говорят, что нужна нитритная соль. Ребят, другие говорят, что нитритная соль – это яд. Нитритная соль, безусловно, нужна, но нитритная соль нужна только, еще раз, только при холодном копчении. Запомните это. Нитритная соль нам вообще, в нашем случае, в горячем копчении, когда у нас идет полная термообработка, когда у нас идет полная готовность продукта, то есть то же самое, что мы вот сейчас готовим как в духовке, как на сковороде, то есть у нас идет полная термообработка. Вот. Нитритная соль только при холодном копчении, когда у нас, скажем, мясо или какая-то там рыба, естественно, может быть с паразитами, может быть с какими-то бактериями, вот, и нитритная соль нейтрализует тот же ботулизм, вот, ну, чтобы не прихворнуть случайно, пожравший там, не знаю, сырой свининки. Хотя все равно, вот, при холодном копчении я не сторонник коптить холодным способом, скажем, курицу, там, птицу или ту же свинину. Рыбу, да, хорошо, сало, которое уже просолено изначально, то есть которое уже можно употреблять, соленое сало, вот его можно докоптить. Я помню, что я уже 2 года, наверное, если не 3, обещаю рассказать про копченое сало. Те, кто смотрит давно мой канал, они знают. Ой, про засолку сала. Ну, ребят, все вот как-то руки не доходят. Вот, надо сделать обязательно. К тому же, вот напишите, интересны ли вам такие темы, можно осветить их, допустим, вот копчение в гриле, копчение в смокере, холодное копчение, копчение в той же бочке. Если вам будут эти темы интересны, я с удовольствием их освещу, потому что я копчу не только в этой коптильне, я вообще вот в этом году больше всего коптил в гриле. Я вам скажу, получаются шикарные рецепты. Вот, многие сторонники, скажем, там, французской кухни, итальянской кухни, какой-то испанской. Мне, допустим, нравится американская кухня. Вот, ничего не поделаешь, вот такой вот я. Не, вообще мне нравится масса блюд из разных стран, из разных кухонь, вот, да, и вообще, честно говоря, любимое блюдо — это борщ из щи, вот, это самое любимое, то, что я могу есть всегда, вот, но я имею в виду из таких вот гриль-приготовлений. Мне кажется, что американская кухня здесь достигла огромных высот, та же мексиканская кухня, тоже, ну, в принципе, это все Америка, вот. Аргентинский тоже вот гриль я хочу сделать. Ну, то есть, если вам это все интересно, вы мне, пожалуйста, напишите. Будем освещать эти темы, будем разговаривать, потому что у меня нет цели вот попробовать что-то. У меня есть цель добиться какого-то уровня, каких-то высот достигнуть, потому что мне это все очень нравится. Значит, хорошо, пойдем дальше. Вот я рассказывал, что, в принципе, засаливать продукты только солью, но если вам уже хочется добавить каких-то приправ, знаете, когда можно добавить? Вы можете добавить приправы на горячую. То есть вот вы вынули из коптильни, пока он еще горячий продукт, посыпьте перцем, потому что иначе при копчении перец просто убьется.
посыпьте какими-то еще приправами, которыми вы считаете нужным, там, чесночком натрите. Потому что если вы натрете чесночком или добавите того же перца или каких-то еще приправ перед копчением, у вас ничего не получится. То есть дым все это нейтрализует, дым все это убьет, и вы вообще не будете. Вы будете, знаете, как массу раз я посыпал киноперцем, там тоже сало, тмином, там чем-то еще, и потом, когда ешь, такое ощущение, что ты вообще, ты приправ не чувствуешь, но ты чувствуешь, как будто бы у тебя все песком посыпано. Вот. По рассолу, который, вот я говорил, жидкий, рассол примерно 1,5-2 столовые ложки соли на литр воды для курицы и 3-3,5 столовые ложки с хорошей горкой для рыбы. То есть вот из такого примерно расчета. Хотя, опять же скажу, что, ребят, возьмите воду, возьмите соль. Я не думаю, что это столь редкие стратегические продукты, которые стоят безумных денег, где вы не можете поэкспериментировать. И при жидком засоле, при мокром посоле, так скажем, продукт должен быть полностью под водой. Вот это вот все данные, которые достаточно вам для того, чтобы начать коптить. То есть, опять же, давайте вот я пробегусь. Первое. Только сухой продукт, только сухая щепа, никакого гидрозатвора. Это аксиома. То есть, горячее копчение и сухие продукты. Засаливать только солью. Приправы, если хотим, добавляем, когда продукт готов. Хотя тоже, по-моему, лишено смысла. Копчение — это копчение и какие-то другие приправки. Ну, перчик может дать остроты, но аромат, если вы берете перец для аромата, то ничего вам это не даст. И для начала возьмите бак вот по типу моего в районе 50 литров. Вы получите массу удовольствия, к тому же, вот видите, пока я с вами разговариваю, дым уже из бака не идет, то есть щепа уже перегорела, и сам процесс копчения уже прекращен. Кстати, в баке у меня сейчас 91 градус, а в продукте 24. Ну, в принципе, я в конце концов еще добавлю в это видео, я покажу, что у меня получилось. С ребрышками, с сосисочками, с колбасками. Колбаски-то вообще я решил, просто их взял в холодильнике, решил тоже себе сегодня на ужин закоптить. Вот поем копченых колбасок. В принципе, их хватит и можно не выветривать. А ребрышки, как я сказал, их можно резать, есть прямо вот свежекопченым, то есть выветривать не надо. Ну, то есть вот эти вот какие-то такие небольшие правила, которые я собрал для вас. Не поленитесь, купите термометр, если вы хотите этим заниматься. Вообще, вот в принципе, что вам нужно для копчения? Как начать? Вам нужен бак. Из бака этого, вот, как вы видели, внутри стоит решетка, на которой стоит тарелка. Тарелка устелена фольгой, только чтобы ее не мыть. Видите, насверлено отверстие. Туда вставлена гладкая арматура шестерка. Вот. И на арматуру накладываются решетки, которые я сделал сам. Все. Даже покупать ничего не надо. Термометр очень-очень приветствуется. Классная, полезная вещь. Только для того, чтобы можно было контролировать температуру. Для того, чтобы получалось хорошо и вкусно, и правильно. Для того, чтобы была повторяемость. Понимаете, вот вы можете готовить от раза к разу, у вас будет непонятно, что получаться. Но когда вы... И к тому же очень полезно еще, если вы начинаете, ведите журнал копчения. Там, допустим, вот запишите дату. Запишите температуру на улице, запишите время копчения. Вот я, допустим, поставил таймер, смотрите, у меня уже коптится где-то 25 минут. Вот, то есть написано 22, но я поставил таймер, я забыл его сразу поставить, потому что я снимал видео, и потом только вспомнил, что надо же поставить, я обычно ставлю таймер. Вот. Заведите термометр, чтобы можно было контролировать температуру, и тогда вы будете знать, при каких температурах, как, что вы можете сделать. То есть у вас будет повторяемость. У вас будет повторяемость процесса, а не каждый раз пальцем в небо, и непонятно, что я делаю, что я творю, и как у меня так получилось, почему у меня сейчас получилось хорошо, а в прошлый раз было такое говно. Вот. Ведите журнал себе, там какой-то в телефоне вы можете создать какой-нибудь экселевский файлик, в который вы просто будете это записывать. Прямо вот у меня есть такой журнал. Вот. Я, честно говоря, сам его забываю его вести, но все-таки стараюсь. Что значит... вам нужно, то есть какой-то бак, из него вы делаете коптильню. Несколько прутков арматуры, которых можно загнуть в те же крюки, и вы будете на эти крюки подвешивать. Кстати, у меня вот эти вот мои крюки, они имеют такое свойство, что вы можете крюк вешать на крюк. У меня в другом видео есть, я постараюсь вам дать ссылку
на то видео, где я использую эти крюки. У меня сейчас просто нету продукта, на котором вам показать, а я ж не буду. Я не обратил на это внимания, а вот сейчас уже внутри в коптильне лежит мясо, я ж не буду его вынимать для того, чтобы вам показать. То есть все это можно сделать, и затраты, в принципе, минимальные. Я умоляю вас, не покупайте эти коптильные кубики. Я понимаю, что люди их производят, и зачастую их производят те, кто даже не обращает внимания на то, что он делает. Вот. То есть где-то был увиден этот кубик, и один за другим повторяют. Кто-то придумал крышку домиком, один за одним повторяют эту крышку домиком. Начинают рассказывать, что это удобно повезти в машине. Но я не думаю, что это более удобно повезти в машине, чем, скажем, вот такую вот выворку, вот как у меня. К тому же, ребят, я вас умоляю, смотрите, вот берете выворку более низкую, да? И у нее вот здесь вот такой раструб есть, что одну можно поставить на другую. То есть вы можете взять несколько выворок и ставить ее одну на другую, и она отлично одну будет работать. Вот я думаю найти себе второй вот такой бак, это бак еще советских времен. Я думаю, что они продаются, но не знаю, подойдет ли по размеру. И просто ее можно, скажем, сделать не 50, а 100 литров. Если нужно там что-то длинную рыбу, допустим, вот щука сюда длинная, не ложится. То есть ее надо или на куски резать, на решетку класть, или на части 2-3 резать и коптить по кускам. То есть, видите, тоже вот сюда вот не залазит она. Вот. То есть везде есть свои нюансы. И термометр вам нужен для того, чтобы температуру определять в продукте, в баке, на разных уровнях. Рекомендую такой, как у меня, многощуповый, для того, чтобы можно было и в разных продуктах температуру определять, и на разных уровнях своей коптильни. Вот. Или старая буржуйка, или возьмите там, не знаю, какой-нибудь кусок трубы, сделайте из него печку. Вот. Можно прямо на землю поставить, там разжигать какой-то костерчик. Все отлично будет работать. Все легко и просто. Пробуйте. Пробуйте и оставляйте свои комментарии. Буду вот вам реально очень признателен буду, если вы попробуете и скажете. А я вас уверяю, что плохого вы не скажете, потому что... Да ничего плохого я вам не посоветовал. Ну что, ребят, в принципе, температура уже достигла 75 градусов. Я знаю, что свинина готова при 65, но я специально доводил до 75. Притом я обратил внимание, когда было где-то 72 градуса, я перестал подтапливать свою печурку. То есть температура достигла 75, и, как я и говорил, мясо остается в коптильня остывает. То есть и печь остывает потихоньку, и мясо остывает потихоньку. Естественно, если у вас печка еще нормально сильно горит, то вы можете просто снять коптильню, поставить где-то ее вот рядом на пол, и пускай остывает в коптильне. В принципе, давайте посмотрим, что там у нас получилось. Ну вот, пожалуйста, вот то, что я и хотел вам показать. Обратите внимание. Ребрышки в отличном виде, да? Колбаски в отличном виде, да? И посмотрите, внизу жир не пригоревший. Я вот даже сейчас прямо сниму ребрышки с колбасками, и вы посмотрите. Вот, ребрышки, да? Посмотрите, в каком виде. Вот снизу. О, класс, да? Вот, колбаски. Красотища. И обратите внимание, вот он жир, вот, он жидкий. Видите? О. Жидкий жир, он не пригорел ни к чему. Вот. Так что весь этот бред, который говорят вам про песок и про всякую прочую херь, не верьте. А думайте своей головой, что вы делаете, как вы коптите. Собственно говоря, вот. Ну вот, в принципе, давайте посмотрим, да. Вот эта кожица, она мягкая. Видите, она не задубела. И вот свининка. Готовая. И даже на этом копчении есть небольшая полоса копчения. Обычно это на грилях только видно.
Вот, посмотрите. Вкуснотища, супер. Супер. Ладно, ребят, все легко и просто. Пробуйте, дерзайте. На этом все. Всем спасибо за внимание. Не забывайте лайкосы. Подписываемся на канал. Все, ребят, всем пока.